Всем привет! Вот еще одно небольшое видео в догоночку предыдущему. Видео в формате закадрового голоса, потому что дома записываю. Это насчет размерных групп головок цилиндров. Смотрите, если я не прав, поправьте меня. Я, насколько понимаю, вот эти вот группы, они для одного бензина. То есть может быть 5 групп для одного бензина и 5 групп для другого. Связано это с тем, что объем камеры сгорания у нас зависит не только от головки цилиндра, но и от выступающего снизу поршня. То есть я так понимаю, что поршень у нас может выступать на определенную высоту, и мы корректируем вот этот вот объем вот этими разными головками. Теоретически может быть такая ситуация, что у нас и на одном двигателе могут быть по-разному выступать поршни, и чтобы у нас был всегда одна и та же объем камер сгорания, мы, получается, подбираем нужную группу головки цилиндров. Вот. Может быть вообще такая ситуация, я так понимаю, что номер 3 у нас вот 92-го бензина и номер 3 от 80-го, и получается у них разная высота вот этого вот бортика. Так что измерять объем нужно все-таки, как описано в мануале, это нужно собрать двигатель полностью, выставить поршень в верхнюю мертвую точку, залить туда смесь бензина с маслом, и вот таким образом измерять, получается, вот этот вот объем. Честно говоря, я, правда, не знаю, как заказывать вот эти головки, потому что в продаже не указаны никакие размерные группы. По всей видимости, нужно связываться как-то с менеджером и вот индивидуально как-то это решать, этот вопрос. Ну, я замерил зазоры колец, замерил зазоры между поршнем и цилиндром. Зазоры колец в норме оказались там, естественно. И единственное, что верхнее кольцо зазор чуть больше, чем у нижних колец. Зазоры между поршнем и цилиндром я измерял щупом. Ну, честно говоря, не знаю, как прям правильно это сделать. Но мне показалось, что там тоже все в норме. Вот. И вообще, честно говоря, в двигатель дальше лезть что-то мне уже не хочется. Потому что я помню, я говорил, что будут половинить картер и там и так далее. Но что-то я сейчас смотрю, вот за окном у нас так уже теплеет потихонечку, уже и снег уже растаял практически. Пока придет этот герметик, значит, пока я там все это разберу, какие еще будут проблемы, еще неизвестно с этим связанные, с разбором. Я так подумал, наверное, я все-таки не буду этого делать, я, наверное, соберу обратно все. Мне прикладки пришли уже, соберу двигатель, проверю, обкатаю, и там уже будет видно дальше. Если там он будет все нормально работать, то я дальше поеду уже в поле. Кстати, я еще проверил сопряжение поверхности цилиндра и картера. И, честно говоря, мне показалось, что там действительно есть какой-то небольшой дефектик. То есть он такой очень незначительный, на мой взгляд. И, скорее всего, он будет нивелируется правильной затяжкой болтов. Но посмотрим. Также мне товарищ недавно сказал, что та шпилька, которую я использовал, вот эта оцинкованная для упора педали, она слишком мягкая. Я проверил, она действительно достаточно легко ломается. Конечно, усилия нужно все равно приложить значительно, но сломать ее там возможно. Поэтому я думаю, заменю ее на шпильку из нержавейки, сделаю ее покороче и возьму шпильку диаметра побольше, чтобы она прям вкручивалась в эту фюзеляжную трубу. Вот, думаю, будет нормально после этого. С предыдущих съемок у меня остались не вошедшие в монтаж размышления про обслуживание данных самолетов подобного типа, про регистрацию до 115 килограмм. Вот сейчас я здесь это вставлю, посмотрите, а в конце еще будет небольшой бонус про сверление болтов под шплинты. Вот, а в целом с такими самолетами, ну, тут надо понимать, что ты сам... Значит, сертифицированный механик с допуском к данному воздушному судну. То есть ты единственный, от кого зависит, собственно говоря, вот это техническое обслуживание, да, регламенты вот эти все и тому подобное. То есть ты все это должен делать сам. Если хочешь просто сесть и полететь, то вот кит-конструкторы, там, кит-наборы, там, да, вот эти все самолеты, которые ты сам собираешь, это не для вас. То есть, если ты хочешь сесть и полететь, то лучше пойти, я считаю, обучиться, ну, получить PPL, вот, купить какую-нибудь там Cessna 150 за 1,5-2 миллиона, короче. Это сейчас это не очень большие деньги для самолета. И спокойно вот обслуживать ее где-нибудь, да, у сертифицированного механика и летать. Ну, там, естественно, со всеми вытекающими, хотя сейчас тоже 115 вроде как
Регистрировать уже надо и тому подобное. Вот. Ну, не думаю, что это какая-то большая проблема, короче говоря. Вот. Ну, спорный вопрос, конечно, я понимаю, да, но мне-то куда деваться, да, теперь уже. Либо летать так, либо буду проходить регистрацию. Ну, попробую. И, кстати говоря, тоже это могу осветить. Вот такие вот дела.